Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня все внимание приковано к скандалу во Франции, поэтому я кратко сделаю анализ происходящих последних событий. Приговор Марин Ле Пен за растрату государственных средств может серьезно подорвать ее политическую карьеру и поставить под угрозу будущее правопопулистской партии, которую она долгие годы вела к успеху. Под ее руководством Национальное объединение, ранее известное как Национальный фронт, стало главной оппозиционной силой Франции. Однако теперь с вынесением судебного решения движение сталкивается с неопределенностью и вопросом о том, кто сможет взять на себя роль лидера. Сам факт того, что Марин Ле Пен долгое время оставалась реальной претенденткой на высший государственный пост, свидетельствует о ее успехах в изменении имиджа партии. Когда-то Национальный фронт, основанный ее отцом Жан-Мари Ле Пеном, считался ультраправым маргинальным движением. Но с момента прихода Марин к руководству в 2011 году партия начала процесс ребрендинга, отказавшись от крайне радикальных позиций. Она не только изменила название на более нейтральное национальное объединение, но и в 2015 году добилась исключения собственного отца из рядов движения после его очередных скандальных высказываний. Судебный приговор и условный тюремный срок теперь ставят крест на президентских амбициях Ле Пен, по крайней мере в ближайшие годы. Главный вопрос – кто сможет заменить ее? Несмотря на наличие других влиятельных фигур, ни один из возможных преемников не обладает ее харизмой, опытом и политическим чутьем. Кто же такие Ле Пены? Семья Ле Пен – это самая известная фамилия во французской ультраправой политике. Их корни уходят в Британь, Приморский регион на западе Франции. Жан-Мари Ле Пен, бывший парашютист, участвовавший в Алжирской войне, в 1972 году основал Национальный фронт вместе с бывшим офицером войск СС. Он руководил партией почти 40 лет, неоднократно попадал в скандалы, связанные с расистскими и антисемитскими высказываниями, а также отрицанием преступлений нацистов. В 1987 году он назвал газовые камеры деталью истории, за что был осужден. Несмотря на радикальные взгляды, Жан-Мари Ле Пен четырежды баллотировался в президенты Франции. Его главный политический успех пришелся на 2002 год, когда он неожиданно прошел во второй тур. Однако там он потерпел сокрушительное поражение от Жака Ширака, который набрал более 80% голосов. Его дочь Марин Ле Пен наследовала партию в 2011 году, когда Жан-Мари ушел в отставку. Ее стратегия заключалась в смягчении образа партии, постепенном отказе от наиболее экстремистских лозунгов, что позволило национальному объединению привлечь более широкий электорат. Она трижды баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах. При этом дважды в 2017 и 2022 годах выходила во второй тур, улучшая свои результаты с каждым разом. В последние годы Марин Ле Пен постепенно передавала полномочия своему заместителю и ближайшему соратнику Жордану Барелле. Этот 29-летний политик уже стал председателем партии и считается ее главным преемником. Однако, сможет ли он удержать национальное объединение в условиях серьезного политического кризиса, вызванного судом над Марин Ле Пен, вопрос остается открытым. Тем временем сам Жан-Мари Ле Пен скончался в начале этого года, оставив после себя наследие, от которого его дочь пыталась дистанцироваться, но которое по-прежнему оказывает сильное влияние на французскую политику. Кто же такие французские ультраправые? Этот термин охватывает различные популистские движения, которые появлялись и исчезали с конца XIX века. Все они объединены консервативными ценностями и жесткой позицией по вопросам закона и порядка. Некоторые из них придерживаются монархических взглядов, другие, наоборот, традиционного католицизма, но большинство подобных групп отличались радикальными националистическими и ксенофобскими настроениями. Среди них всегда находилось место для антисемитских идей, а также жесткого отторжения миграции и мультикультурализма. Вооруженные ультраправые группировки сыграли активную роль в событиях 1960-х годов, выступая против независимости Алжира. Когда стало ясно, что Франция готова отказаться от контроля над бывшей колонией, эти группировки перешли к диверсиям. Однако за всю историю Франции только один раз ультраправые оказались у власти на государственном уровне. Это в годы нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Тогда режим Виши, возглавляемый маршалом Филиппом Петином, сотрудничал с Германией,
вел антисемитские законы и участвовал в репрессиях против гражданского населения. После войны память об этом темном периоде навсегда связала ультраправых с национальной катастрофой, из-за чего они оставались маргинальной силой в политике на протяжении всего XX века. Система Пятой Республики, основанная Шарлем де Голлем в 1958 году, была устроена таким образом, чтобы не допускать ультраправых к власти. Важную роль в этом сыграл принцип республиканского фронта. Смысл этого механизма заключался в том, что во втором туре выборов все умеренные силы объединялись вокруг кандидата, который мог остановить ультраправых. Этот подход долгое время работал безупречно, не позволяя радикалам прорваться к власти. Давайте посмотрим, как изменилось национальное объединение при Ле Пен. Тактика республиканского фронта, которая раньше эффективно сдерживала ультраправых, потеряла свою силу в последние годы. Это произошло в значительной степени благодаря Марин Ле Пен, которая смогла изменить имидж партии, сделать ее более приемлемой для широкого электората и, как следствие, значительно увеличить ее влияние. Она провела серьезные реформы, чтобы дистанцироваться от экстремистских корней Национального фронта, основанного ее отцом Жан-Мари Ле Пеном. Важным шагом стало мягкое отношение к исламу. Марин Ле Пен заявила, что умеренный ислам совместим с французскими ценностями, тем самым убрав один из самых радикальных элементов партийной риторики. Кроме того, она отказалась от ключевых идей, которые вызывали страх и у умеренных избирателей. Например, Ле Пен перестал выступать за выход Франции из Европейского Союза и еврозоны, поняв, что это отталкивает бизнес и значительную часть населения. Она также отказалась от идеи отмены двойного гражданства, хотя раньше этот пункт был одним из центральных в программе ультраправых. Кроме того, партия перестала открыто выступать против однополых браков, хотя ранее этот вопрос был одним из основных в их повестке. Несмотря на эти уступки, национальное объединение сохранило свою главную повестку – это жесткую антимиграционную риторику. Ле Пен активно продвигала доктрину национального приоритета, согласно которой граждане Франции должны иметь больше прав, чем мигранты при получении социальных пособий, работы и жилья. Эта идея стала настолько популярной, что перешла в мейнстрим, и теперь ее активно обсуждают даже умеренные политики. Марин Ле Пен значительно укрепила позиции своей партии, сумев смягчить ее образ в глазах избирателей. Эта стратегия принесла заметные плоды. С тех пор, как Эммануэль Макрон впервые занял пост президента в 2017 году, рейтинг национального объединения неуклонно росли. Сегодня партия является крупнейшей в национальном собрании и лидирует в вопросах перед президентскими выборами 2027 года. Благодаря особенностям парламентской системы Франции, Ле Пен сейчас занимает ключевую позицию в политической игре. Она не просто лидер оппозиции, а фигура, способная влиять на формирование власти. В 2023 году ее партия фактически привела к падению правительства Макрона, когда левые и правые неожиданно объединились против предложенного бюджета. Именно эта коалиция, в которой национальное объединение сыграло ключевую роль, стала ударом по правительству Макрона. Также была критика Макрона, особенно на левом фланге, где утверждают, что сам президент способствовал росту популярности ультраправых. В попытке привлечь консервативных избирателей он стал заимствовать риторику у Ле Пен, особенно в вопросах закона и порядка, борьбы с преступностью и миграцией. Тем самым, по мнению многих аналитиков, он нормализировал идеи ультраправых, сделав их частью политического мейнстрима. Давайте проанализируем сейчас, какие же идеи продвигает национальное объединение Ле Пен. Главная цель Ле Пен – это радикальное сокращение миграции. Ее партия требует, во-первых, ужесточить правила предоставления убежища, запретить воссоединение семей мигрантов и депортировать нелегалов. Особенно жесткую позицию партия занимает в отношении мигрантов без документов. Их предлагается выдворять в ускоренном порядке, а в некоторых случаях даже лишать гражданства, если они уже его получили. Кроме того, Ле Пен выступает за расширение полномочий полиции. Ее партия предлагает усилить юридическую защиту для силовиков, которых обвиняют в применении насилия. Это особенно актуально на фоне протестов и обвинений полиции в жестоких разгонах демонстраций. Еще одна важная идея – это ограничение влияния Евросоюза на Францию. Ле Пен требует остановить дальнейшую интеграцию в Европейский Союз, восстановить жесткий пограничный контроль, пересмотреть участие Франции в НАТО.
Особенно здесь примечательно последнее требование. Ле Пен считает, что Франция должна выйти из объединенного командования НАТО, которое называют военным позвоночником Альянса. Этот шаг может серьезно изменить баланс сил в Европе, особенно на фоне войны в Украине. Ле Пен также активно налаживает связи с другими лидерами. Она поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который известен своими конфликтами с Евросоюзом. Также ее связи с Владимиром Путиным вызывали много споров, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя и после этого она постепенно дистанцировалась от Москвы, многие считают, что в случае ее прихода к власти Франция может смягчить позицию по отношению к Кремлю. Так какой же приговор вынесли Марин Ле Пен? Судьи Парижского уголовного суда признали Марин Ле Пен и ее партию «Национальное объединение» виновными в незаконном присвоении 4,4 миллиона евро из фонда Европейского Союза. Эти средства, предназначенные для евродепутатов, использовались для внутриполитических нужд партии во Франции. Суд приговорил Ле Пен к 2 годам тюремного заключения и наложил на нее 5-летний запрет на участие в выборах. Это означает, что она не сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, то есть это событие, к которому она готовилась многие годы. Особенно резонансным стало решение суда о немедленном вступлении запрета в силу. Адвокат Ле Пен резко раскритиковал этот вердикт, заявив, что суд лишил ее права на защиту в рамках апелляционного процесса. По его словам, такое решение нарушает принципы справедливого суда, поскольку запреты на выборы откладываются до окончательного рассмотрения дела. Несмотря на это, Ле Пен все же намерена подать апелляцию. Это позволит ей избежать немедленного заключения в тюрьму, так как обжалование автоматически приостанавливает исполнение тюремного наказания. Судьи в Париже дали понять, что если приговор останется в силе, Ле Пен может отбывать наказание под электронным наблюдением. Это формально избавит ее от заключения в тюрьме, но не от запрета на участие в выборах. Такой вердикт, как вы понимаете, наносит серьезный удар по политическому будущему Ле Пен и национальному объединению. Теперь партия оказывается в ситуации без явного лидера, а ее сторонники вынуждены искать нового кандидата, который сможет продолжить борьбу с Макроном и его политическим наследием. Друзья, как вы оцениваете судебный приговор Марин Ле Пен? Что думаете о будущем национального объединения и о роли ультраправых во французской политике? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!